Доброе утро, 11 июня, топаю на курсы. Сегодня мне русскоязычный куратор должен сделать профориентационный тест, если у нее ничего не изменилось. Ну, обещала так. Посмотрим, что он покажет, если я смогу его сделать, так как он на немецком. Ну, а так, в принципе, что, буду продолжать делать резюме. Планы такие на сегодня. После обеда прогулки у меня не будет. Пойду в Тафель. Это и замена, в общем-то, прогулки. Потому как туда 5 километров, 5 километров назад. Заодно с рюкзаком. В общем, то, что нужно. В общем, делаю тест такой. Это уже ответы. Вот так вот это выглядит. Нужно написать больше, меньше, там вообще или всегда. Ну и сейчас пойду расшифровывать куратору своему, что там покажет, интересно. Даже не верится, что там вот Lidl был месяц назад. Полностью под ноль все разобрано. И к Новому году планируют заново открыть уже новое здание. К новогодним праздникам, я так понимаю, к Рождеству. Я уже бегу на Тафель. Хочу рассказать про тест, который проходил на курсах. В общем, тест довольно простой. ChatGPT его очень легко перевел. Но результат меня, конечно, не сказать, чтобы сильно удивил. Но, тем не менее, я надеялся, что там будет, хоть что-то другое. А получилось, как всегда. Я предрасположен к торговле, к организации процессов, умею брать ответственность, контролировать, в общем, планировать. Вот это вот все. То есть те вакансии, которые мне присылают, всякие региональные менеджера и так далее, любые, продажи, все это мое. Судя по этому тесту. Отвечал я честно, он довольно-таки вариативный, то есть по 5 ответов можно дать на один, вернее выбрать из 5 степеней. То есть да, нет, и между ними там немножко, сильно и так далее. То есть среднее. Вот, что я люблю, потому как я часто полностью не уверен в каких-то моментах относительно там моих действий или желаний, там того, чего я люблю, так и так далее. Вот, поэтому вот такие результаты. Поговорил я с куратором своим о будущем, да, что мы делаем. Ну, определились так, что я пока пишу этот Lebenslauf, продолжаю его делать. И потом буду отправлять на эти вакансии. Ну и я ей сказал, что ожидаю, что ответ будет негативный, потому что у меня слабый немецкий и нету водительских прав. Она говорит, возможно, ты не спеши, мол, с выводами, давай дождемся, посмотрим, как будет. Вот. Или также посмотрели, что у меня, сколько ЧПшной деятельности, там, да, больше 10 лет. И в этом контексте пообщались так, по-человечески, то тоже вывод напрашивается, что я вот это вот все, что я перечислил продажи туда-сюда, такие должности, но люблю, когда контроль полностью в моих руках, что, по сути, я раньше уже в своих видео и рассказывал, почему я ушел на вольные хлеба, потому что я люблю, когда я все контролирую сам. Вот, поэтому итог, для меня понятен этого всего. Я должен заниматься какой-то своей предпринимательской деятельностью. Но как оно получится, в общем, непонятно. Ну да, и чуть я в сторону ушел. В общем, договорились так, что я делаю вот то, что у них по стандарту идет. То есть отправляю эти Lebenslauf и пишу реакции людей. И потом уже смотрю, если все-таки думаю, что это не мое, или они там сильно отказывают, и я захочу, то мы можем с ней подумать что-то по поводу моей частной предпринимательской деятельности. То есть, допустим, я прихожу к ней и говорю, все, хочу открыть там
чисто украинский магазин. Здесь есть всякие ж такие ностальджи магазины, но вот я хочу чисто украинский, да. Мне там надо столько-то денег, там, ну, прикинь, какой-то мини-бизнес-план, и она мне помогает дальше, куда с ним идти. То есть подыщет, расскажет, куда обратиться и так далее. Ну, вот такие вот дела. Это что касается тестов и моих курсов. Опять же, сегодня я своими делами не занимался. Очень долго это все муторно переводить на немецкий. Еще же там нет клавиатуры русской. Это сплошной копипаст. У меня уже Ctrl-C, Ctrl-V. Просто, блин, пальцы запомнили это положение. Буду спать, тоже клацать ими. В общем, такие новости. Нужно, наверное, сделать важное уточнение. Вот это все, что я говорил там про бизнес-планы, там открыть магазин и все такое. Это же я чисто теоретически рассуждаю. То есть понятно, что в жизни там все намного сложнее будет и прозаичнее, и как бы никто тебе никаких денег не даст, там максимум какую-то незначительную сумму, но тем не менее варианты такие есть, я в этом уверен. Если для кого-то другого, да, допустим, в моем же случае это так, солдат спит, служба идет, как говорится, просто как опция, да, можно так, это просто моя ситуация. Иду домой из Тафеля уже и с чатом GPT общаюсь на интересную тему. Сегодня на курсах один парень затронул тему такую, типа о депортации, там, если не работаешь, все дела, вот это. У меня по этому поводу есть свое мнение. Я хотел убедиться в его правильности при помощи чата GPT. Ну, то есть я что считаю, что если человек хотя бы, ну вот в частности возьмем нас, украинцев, по 24 параграфу и подавно, но и других, даже те, которые здесь находятся, там беженцы из других стран, на азюле и так далее. И в целом, если человек стоит на джоб-центре, там неважно сейчас на каком он виде на жительство там находится, по какому разрешению, вот он стоит на джоб-центре. Как бы я считаю, если он минимальнейшим хотя бы образом шевелится, что-то типа имитирует даже деятельность по поиску работы, ну то есть он 1 месяц, допустим, отправляет резюме, потом 2 месяца не отправляет, то есть его то хвалит джоб-центры, то ругает, ну получает всегда отказы, то есть нигде не трудоустраивается, то ему не подходит, то это. Вот он, короче, работать не хочет сам по себе, но находит какие-то отговорки типа вечно. И вот он то шатка, то валка, в общем, ну безработный. И я считаю, что он годами может здесь этим делом заниматься, и никто его не депортирует, не снизит ему пособие, ничего подобного. Почему? Потому что когда я получаю приглашение в джоб-центр к оператору, там написано, что если вы не придете, мы вас там оштрафуем на столько-то, там процентов 10 сначала, потом 20, что-то такое. Но только если это не повлечет за собой там каких-то то ли неминуемых последствий, то ли как-то там так написано. Я переводил что-то раз через чат GPT. Ну, то есть, только если вы с голоду не помрете. Это я так это лично понимаю. То есть, смысл какой? Мы однозначно с тебя все поснимаем, но если ты скажешь, что тебе жрать нечего, мы все оставим. Это я так понимаю. Еще раз говорю, я не претендую на юридическую точность, но мне это видится таким образом. Ну и я как бы всегда так думал, и тут я этому товарищу на курсах как бы эту версию сказал, он говорит, ну не знаю. Ну говорю, хорошо, может у тебя есть знакомые, либо там какие-то случаи, что ты подтвержденно знаешь, что вот там кому-то не платили или сняли, или депортировали. Он говорит, нет, точно не знаю, ну там кто-то когда-то рассказывал, что-то там оштрафовали, там на месяц лишили и так далее. Ну и вот я наконец-то, имея как бы сейчас свободное время, решил у чата GPT для себя эту всю штуку выяснить. То есть попросил ему, сделал такой промпт, типа найди мне все реальные кейсы через поиск в интернете, вот эту дополнительную кнопочку нажал на 2025 год по этому поводу. Значит, могут ли депортировать, там спросил конкретно за украинцев, за другие способы пребывания, там, если это не 24-й параграф, объяснил ему как бы ситуацию, как я вижу этого человека, то есть его деятельность, что он то ищет, то не ищет, то сотрудничает, то не сотрудничает, то предпринимает действия, то нет, то отправляет резюме, то не отправляет, то ругается, то мирится, короче, с операторами, вот это вот все. И в итоге он говорит, ну да, в таком случае, типа,
максимум, что ему может грозить, это, ну, украинцев вообще не депортируют, потому что у них, как бы, это 24-й параграф, он там их защищает по-всякому. Вот. А по другим, типа, ну, нашел он мне какие-то кейсы уже там в самом конце, когда я его прям, ну, дожал, он там нашел каких-то афганцев, отправили самолетом туда-сюда, и только там часть из них была преступников, а остальных, типа, за компанию. Ну, в общем, это показательные такие высылки, то есть вообще не касается этого вопроса моего, ну, по сути. Вот, но в целом, вот так, как я и сказал, то есть максимум, что ему могут, этому человеку несознательному, это убрать пособие на 2 месяца. Но опять же, если он придет и скажет, мне нечего есть, ему дадут талоны на питание. Если у него есть дети, ему талоны на питание дадут автоматически. То есть через 2 месяца ему обязаны возобновить, короче, выплату. Потом опять, допустим, он начнет шалить, они опять снимут, там сначала штраф поставят, потом снимут. Это если он до этого доведет, конечно, но а снимут как формально, а дадут талоны. Ну, короче, вот это вот мозготрахом этим можно заниматься с немецким государством годами. И чем как бы люди и занимаются здесь, по сути, многие, я уверен. То есть, как устроена эта система, мне понятно. Как ее исправить, вот это мне непонятно. То есть они, как социальное государство, ничего с этим сделать не могут. То есть они юридически не могут оставить человека без средств существования. То есть оплатят тебе квартиру, там что-то еще. Но в целом ты типа должен показывать сотрудничество, что ты что-то делаешь тоже, чтобы взять ответственность за себя на себя. Вот. Ну, вот и давайте подумаем, сколько таких несознательных людей, которые не хотят брать эту ответственность. Поэтому, если кто-то знает такие кейсы, когда действительно кого-то нормально наказали, это было как бы, ну, с кем-то прям вот-вот, не то, что кто-то где-то говорил, а прям с ним или со знакомыми, там, первой линии, который может подтвердить это, тогда да, я поверю. Ну, по-другому выходит так. А что еще на самом деле страшно, это то, что сейчас очень много украинцев, да, сейчас здесь находятся. Плюс мы возьмем всех тех, кто с постсоветского пространства раньше приехал или сейчас продолжает приезжать, там с Молдовы ребята, с России, со всех наших стран, в кавычках наших, которые не сильно дружат с правовым государством, скажем так, да, и всегда найдут как бы как в темную заработать, подзаработать, как обмануть тоже государство, как не заплатить лишний налог. В общем, вот это и пугает меня, потому что наши люди сейчас, они начнут все эти схемы изобретать, внедрять здесь. И при вот таком вот попустительном отношении к неработающим людям, да, условно говоря, там, слабо ищущим работу, что будет выходить? То есть люди будут годами сидеть на джобе, работая в темную, нормальное качество жизни будут иметь, ну, более-менее. Там, кого это будет устраивать, тот и будет, да, так сидеть. Но тем не менее, они будут черную зарабатывать там свою минимальную зарплату, как минимум, не платя ни копейки налогов, и еще получать какое-то пособие. И как бы перспективы нерадужные, я вижу, в Германии, если ничего не поменяется. Вот народ тоже, как бы, наверное, разделяет мое мнение, я имею в виду немцев, которые за АДГ усиленно голосуют, в надежде, что там кто-то что-то порядок наведет. Но как его навести, если не менять это все? Я даже не знаю, я не знаю, как это менять, вот в чем дело. То есть ужесточить и просто показательно расстрелять, ну, в скобках расстрелять, там, в кавычках, вернее, расстрелять несколько человек, которые будут пойманы на этой темной схеме, и там показательно их депортировать, изменит это что-то, не знаю. Если, я же говорю, у нас народ, украинцы, ну, настолько, блин, головастые в этом плане, придумывают все, что угодно. Как это обойти и так далее. В общем, как-то криво это все объясняю, но я думаю, общий смысл понятен. Перспективы нерадужные. Одно дело, когда здесь было полно людей с Востока, да, там и немцы переживали, что ой, куда катится Германия, то сейчас худо-бедно сирийцев куча интегрировалась в медицину и так далее. То что они запоют за наших головастиков, которые никуда интегрироваться не будут, а серую экономику тут будут плодить. Вот это вопрос вопросов. Мне, кстати, на эти мои измышления одногруппник этот возразил, что ты знаешь, немцы, они такие стукачи,
То есть, не дай бог что, они как бы всегда сдадут. То есть не успеет человек ничем особо позаниматься, как на него уже будет отправлена кляуза, что вот он там негодяй, короче, в темную деньги зарабатывает. На что я ему возразил со своей стороны: это все дела минувших дней. Вот эти кляузники, это явно не молодежь, это там старше нашего поколения, либо наши, которые вообще, по идее, по моим допускам, и не будет соприкасаться с этими людьми. Просто наших уже настолько много, что они могут компактно себе организовать тут какой-то Брайтон-Бич и приблизительно там в одном своем кругу вращаться. И чтобы их там всех к ногтю прижать, должна идеально их бюрократическая машина работать. Но глядя даже на то, как работает косо-криво тот же Джоб-центр или остальные ведомства, с которыми я сталкиваюсь, я понимаю, что там тоже все на стадии деградации. То есть там не то, что порядка нет, он с каждым годом все хуже и хуже. Поэтому прижимать к ногтю будет некому, а этих будет головастиков настолько много, что попробуй их прижми. Ну, как бы я так вижу. Плюс я когда-то еще наслушался этого Любарского или кого-то там, блогера, который рассказывал, как это выглядит все в Америке, выглядело на Брайтон-Бич, когда там та еще волна эмиграции еврейской, да, когда там мужик таксует, живет в социальном жилье, которое оплачивает Америка ему, получает там какие-то талоны на еду, вот это вот все. Жена там парикмахерская тоже нелегально работает, он таксует нелегально. Перевезли тещу, которую оформили там инвалидность или что-то, и за которой он типа числится как по уходу, еще деньги получает. И в итоге у него, короче, чемодан без ручки. Он среднюю американскую зарплату получает, только в черную, и отказаться от этого уже не может. И как бы, ну, чтобы отказаться от этих благ, ему нужно совершить там нереальное, пойти учиться где-то долго и так далее и тому подобное, что никто на это не идет. Ну, взвесив как бы плюсы и минусы, он понимает, что да, уже не тот у меня возраст, там мои 40 лет, не буду я учить тот английский, в идеале там идти в какую-то вуз учиться, чтобы потом там через 5 лет получить ту же работу на те же деньги, что есть у меня сейчас. То есть здесь, я боюсь, такая же ловушка будет, потому как если тот же YouTube посмотреть, то наши не сильно жалуют вообще эту всю немецкую схему, что нормальных работ ауслендерам не получить, язык ты никогда в доскональности не выучишь, если ты там не супер-мега-специалист, то не видать тебе там хороших работ и так далее. Понятно, что это все как бы обобщение, но тем не менее общая масса, наверное, в целом, ну я так думаю, что, наверное, так оно и есть. То есть ты можешь рассчитывать на что-то там среднее-среднее. И вот я боюсь, что вот это вот среднее будет получаться от какой-то не совсем легальной деятельности, и это среднее будет устраивать этого среднего человека. И на выхлопе получится вот то, что я сказал раньше. Жизнь в черную. Ну и в целом для Германии это, конечно же, минус. Фига себе, я сегодня экономистом стал, да? Ужас. Ладно, это все хорошо. Я свою десяточку прошел, поумничал, демагогию развел, не то что вчера, поэтому все, до завтра.